Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня у нас с вами будет еще одна серия ужастика под названием «Минималистичный дизайн». Опять Инна будет меня пытать минимализмом, а я буду Инне навязывать свое мнение. Поэтому усаживайтесь поудобнее, берите к себе какой-нибудь попкорн, чашки, чаечки, кофеечки и знакомьтесь, вот она Инна. Итак, Инна пришла к нам на коррекцию, и сегодня мы будем опять из нее изгонять беса минимализма. Надеюсь, у нас в этот раз что-нибудь получится. Итак, ногти предыдущие относились, как вы видите, просто замечательно. Все идеально, все хорошо. При этом, на самом деле, когда мы рисовали на Инне гель-лаком вот эти вот всякие разные круги, Инна меня 10 раз спросила, сушить ли ей руки или не сушить. Я ей сказала, да, суши, ради бога, потом это все быстренько с рук с твоих уберется, потому что на коже гель-лак не держится. Ага, где ж там? Мы потом еще час с кожи вот это вот все у нее спиливали. Поэтому на самом деле у нас сегодня с вами будет безумно простая быстрая коррекция. Эта коррекция правильно называется коррекция без поднятия свободного края. То есть мы сделаем, просто доложим отросший материал у кутикулы, ничего доравнивать, заравнивать не будем, и при этом отросшую линию улыбочки просто дорисуем сверху гель-лаком. У нас получится замечательный новый френчик. При этом время выполнения коррекции у нас заняло ровно час. Ну и потом час еще отковыривания с рук гель-лака. Итак, как вы видите, все выполняется очень и очень просто. Можно даже в технике безопила выложить материал и на этом успокоиться. Но вы же понимаете, что я буду не я, если я чего-нибудь не попилю. Поэтому я сначала выложила красивенько, аккуратненько, тоненько, а потом, как я люблю, доложила материала, чтобы мне было из чего выпиливать архитектуру, которая мне нравится. Ну и как обычно, основной излишек материала быстренько снимаю фрезой, остальное допиливаю пилочкой. Почему эта коррекция без поднятия свободного края? Потому что, видите, на кончике материал мы совершенно никуда не кладем, поэтому кончик поднимать нам не из чего. Соответственно, длина у нас довольно-таки большая. Ногти слегка немножечко вниз направленные, и уже, допустим, прошло где-то 3 недельки, и на мне записалась на коррекцию, потому что с этими ногтями ходить довольно-таки проблематично. Из-за того, что они вниз направленные, они немножечко тянут ногтевое ложе, пальчики начинают ощущать дискомфорт. Поэтому эта коррекция не самое лучшее решение, но одно из самых быстрых, когда, допустим, вы не располагаете временем. В идеале же все делать правильно, на самом деле правильно все это аккуратненько поднимать, выравнивать, чтобы архитектура пальчика сохранялась. Ну и как вы видите, мы пытаемся снять гель-лак фрезой. Аккуратненько, фреза у нас с красной насечкой, она не травмирует кожу, но немножечко нагревается. Дальше мы с Инной решили, что легче поотковыривать основные излишки гель-лака чем-нибудь остреньким, чем Инна с удовольствием занималась у меня на рабочем месте. Ну и потом фрезой с алмазной насечкой, она не так сильно грела кожу, мы уже подопиливали излишки гель-лака. В общем, если вам когда-нибудь в голову придет такая гениальная идея нарисовать что-нибудь на коже, то лучше либо рисовать это красочками, которые замечательно водой убираются, либо не просушивать это все в лампе, либо быть готовым к тому, что потом долго и нудно придется все это спиливать. Спиливать, выковыривать, отковыривать и матом прогонять того дьявола, который согласился на это все. Ну, в общем, весело было, мы здесь насмеялись, нахохотались, напились кофе, в общем, чем мы только не занимались в это время. Я говорю, мы час его спиливали, час делали коррекцию и час убирали вот этот весь гель-лак.
Ну а дальше уже переходим непосредственно к поднятию линии улыбочки. Как мы понимаем, в процессе роста ногтей у нас линия улыбки сползла на свободный край. То есть она уже лежит не на ногтевом ложе. Ну и соответственно усики улыбочки нам нужно немножечко дотянуть, и саму улыбочку нам нужно поднять. Еще плюс к тому же при выполнении этой коррекции где-то усики у нас немножечко подспилились. Это ничего страшного, мы опять же берем красочку и дорисовываем. Что мы здесь делаем? Мы красочкой дорисовываем нашу улыбочку и потом на эту красочку аккуратненько набрасываем блесточки в тон нашему аквариуму. У нас после перекрытия финишным покрытием все это съезжается в одно целое, в одну кучку, и получается единая конструкция. При этом, если смотреть на пальчик сбоку, то очень интересно видно, как переходит глубина аквариума. То есть прекрасно читается, что сам аквариум у нас глубоко внутри находится, и сверху находится дополнительная какая-то прорисовка. Это очень интересно смотрится с бокового ракурса, и при этом совершенно не бьет по глазам, если смотреть на ноготочки. Но знаете, как зато было хорошо? За то время, пока мы отколупывали с кожи гель-лак, Инна настолько заморилась, ей настолько стало все равно, что я умудрилась уговорить ее на какой-то дизайн. Так вот, долго и нудно Инна колупалась, выбирала для себя пластину со стемпингом в стиле в ее любимом минимализме. Выбрала, мы его напечатали, красочка немножечко легла не так, как хотелось бы. Я потом взяла кисточку, дорисовала линии, которые мне показались не совсем идеальными. А потом мы решили, что я рисую лучше, вытерли все это безобразие и нарисовали от руки. И вот здесь вот мы понимаем, как хорошо, что мы умеем рисовать, потому что реально роспись получилась тоньше, аккуратнее, симметричнее, более проработанной, чем стемпинг, который мы собирались сделать.
И хотя мы договорились с Инной, опять же, на минимализм, но этот минимализм как раз в моем духе. Я люблю такие дизайны, которые вроде бы минималистичны, но на самом деле смотрите, сколько всего здесь напихано. Вот ровно в моем вкусе. И не важно, что при этом будут писать, что в первую очередь вкус клиента или что-то такое. Мы всегда стараемся с клиентами договориться таким образом, чтобы было и мне интересно работать, и клиентам с удовольствием носилось. Всегда возможно подобрать такой вариант. Слава богу, вариантов я предложить могу просто миллион. Главное уговорить. Итак, вот такой вот дизайн у нас сегодня получился. Мы отработали с удовольствием, нахохотались, насмеялись, наснимали кучу сториз. Кто следит за мной в инстаграме, наверное, тоже получил кучу удовольствия от всего этого процесса. Все это горит, переливается, и мы просто в восторге. Инна, опять же, в каждом сторис снимает эти ногти. Я же надеюсь, вы сегодня вместе с нами повеселились, вам было интересно, полезно. Встретимся с вами в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока!